Всем привет! Ну что, закончилась первая неделя марафона кукольных дел мастер. У меня связалось 2 куколки. На этот видео отчет я оставлю ссылочку в верхнем правом углу. Кому интересно, можете пройти по этой ссылочке и посмотреть видео. Ну, а сейчас у нас вторая неделя начинается. Сегодня уже среда, я вязала 2 дня, и теперь могу показать вам небольшой результат, который у меня получился. Но сначала покажу и расскажу, что же я вяжу. У меня вот такой набор пряжи. Здесь, как вы видите, тонкая пряжа. Мне очень понравилось вязать каркасную куколку из тоненьких ниточек. Я решила в этот раз тоже связать интересную довольно-таки куклу. Она каркасная, интерьерная, и зовут ее Зоя Кукушкина. Если вы любите вязать из тонких ниточек, то, скорее всего, вы знаете этого персонажа. Это очень интересная и харизматичная, веселая девчушка с рыжими волосами, тоненькими ножками. Я не буду оставлять фотографию, потому что хочу, чтобы вы посмотрели мою готовую работу сначала, а потом я вставлю фотографию автора. Ну, кому интересно, вы можете просто погуглить и посмотреть, что же это за такой персонаж. У меня есть какой-то набор определенный тонкой пряжи, но она, к сожалению, вся разной толщины. И я подобрала более-менее похожую длину. Здесь вы видите вот такой, ну, не особо такой прям яркий наборчик, но я думаю, что куколка все равно получится довольно-таки яркой. Значит, здесь у меня коричневый цвет, вот такой вот насыщенный довольно-таки коричневый цвет. Мне очень нравится этот оттенок, он благородный, такой коричневый. Я вязала из него обувь. Сейчас все покажу. Дальше я выбрала 2 оттеночка. Вот такой светло-желтый оттенок и вот такой ярко-желтый оттенок. Это ирис. И, если честно, мне не очень нравится сама ниточка ириса. Возможно, я ее просто оставлю для одежды или для вышивания, но вязать из нее я не хочу. Поэтому я начала вязать вот из этой ниточки. Это хлопок стопроцентный, и он немножечко потолще. Вот. Дальше у меня на тело есть тоже нить Альпина Сати. Она не такая уж тоненькая, но мне очень комфортно из нее вязать. Крючком я буду все это вязать номер 0,9. Дальше вот такая пряжа я нашла у себя. Это, извиняюсь, за упаковочку порвалась. Мультицветная пехорка. Цвет 478. Вот такой вот цвет хаки. Защитный цвет. И здесь, сейчас я скажу сколько. 50 грамм, 180 метров. Ну, тоже достаточно такая не особо тоненькая пряжа, но из нее я хочу связать платьишко. И вот такой вот у меня полухлопок. Здесь, по-моему, половина на половина хлопок и акрил. Она такая довольно-таки тоненькая и мягенькая ниточка. Ну вот, в принципе, пока что весь набор. Возможно, в процессе вязания я что-то еще возьму, какой-то цвет. Еще мулине у меня будет. Это я буду на платье вышивать. По мастер-классу, по-моему, там цветочки какие-то. Я же подумаю, что вышить. Может быть, я выберу сама картинку какую-то в интернете найду. В общем, не знаю, посмотрим. Что я могу сказать про ножки? Вот сейчас я их покажу. Правда, одна у меня еще не довязанная. Вот такие смешные 2 ноги. Очень тоненькие, вывязаны коленочки. Но одну ногу, вот эту первую, да, где ниточка оборвана, я вязала целый день. Весь понедельник я вязала вот эту ногу. Мне было сложно поначалу, сложно понять автора, хоть было и видео, и также описание текстовое, но некоторые моменты мне абсолютно непонятны были, как тоже автору. То есть я какие-то моменты делала по-своему. Вот. Ну, это, мне кажется, кто как привык.
Значит, здесь тоже связано все на изнаночку. Выбрала 2 цвета на колготочки, вот такие вот они в полосочку. Бело-желтый, цвет яркий, и подошва тоже вот такая яркая. Я снимаю с руки пока что, да, потому что особо мне показать вам нечего, поэтому, ну, пока что вот так. Вот такая нога интересно вывязана, такой ботиночек. Плохо фокусируется, ботиночек вот такой. Вторую ногу тоже самое связала, но мне здесь осталось еще один ряд провязать желтый и один ряд белый. И дальше я уже буду вязать тело. Вот, в общем, не знаю, посмотрим. Вторая нога у меня достаточно быстро связалась уже. Каркасная будет игрушка, как я уже говорила, да, проволока у меня будет и в ногах, и в теле, и в руках. У куколки будет очень смешное личико. Вообще куколка это тыквоголовая, есть такие куклы у авторов, я видела много раз в интернете авторские куклы. И там голова очень интересным образом вывязана, она такая, ну действительно, наверное, выглядит как тыква. Вот. Ну, мне лично, вот, может быть, кто-то скажет, что это некрасиво, но почему-то меня это привлекло. Мне очень будет интересно посмотреть и почитать ваши комментарии по поводу такой игрушки. Но мне показалось, что такая игрушка будет интересной. И, возможно, она вызовет у многих разные эмоции. Кому-то она понравится, а кто-то наоборот скажет, ну это некрасиво. Вот, поэтому хочется связать и посмотреть, что получится. На этом я пока что отключаюсь, пойду вязать тело и дальше буду показывать процессы. Так, девочки, подключаюсь. Смотрите, в общем, я выбрала изначально вот этот вот цвет зеленый. Но что-то мне показалось, что он слишком толстый для крючка, поэтому я взяла потоньше ниточку вот такого цвета. Посмотрите, как это выглядит, но в мастер-классе я почитала, что там нужно наоборот, чтобы вот эта вот часть, вот эта вот, она была немножечко из другой пряжи, то есть потолще. Поэтому я, наверное, либо вот этот возьму цвет, либо опять же вот к этому приду. Ножки я соединила. Смотрите, какая прелесть получается. Здесь вот так вывязана небольшая попа и небольшой такой животик. Ножки тоненькие, длинненькие. Здесь я убрала один ряд, оказывается, у меня здесь был желтый ряд и потом еще белый, то есть ножки были длиннее. Я убрала один ряд, потому что я перевязала, и ноги стали немножко покороче. Но куколка получится очень высокая, потому что там голова тоже не маленькая будет. Осталось совсем чуть-чуть. Боюсь, что я не успею эту куколку доделать, но буду очень стараться, потому что мне нужно за эту неделю ее связать. Ну, вернее, за оставшиеся дни надо ее связать. Делюсь продолжением процессика. Все-таки решила вязать из этой пряжи. Посмотрите, какое платьишко получилось, какой цвет. Мне очень нравится, как выглядит. Он такой достаточно плотненький материал, потому что потолще, нежели ниточка, из которой я вязала ноги и, в принципе, да, ботиночки. Что здесь? Платьишко вывязано наизнанку тоже. И сделаны по краям вот такие рюшечки. Связала воротничок. Я его вот таким образом зафиксировала, но его можно еще зафиксировать немножечко клеем, чтобы он, знаете, как накрахмаленный был такой. Вот, и не задирался наверх. Потом связала вот такую вот детальку, это шея. Дальше самый такой процесс был по вязанию головы. Но я уже прям с париком вам покажу. Смотрите, какая прелесть получается. Ну, достаточно смешная, да, такая девочка получается. Смотрите, какая форма интересная головы. Тыквовидная форма. Стала вязать паричок из пряжи ангорка, по-моему, что-то в этом роде. В общем, такая она мягенькая, не особо колючая ниточка. Вот, и как вы видите, уже практически одна половина прически готова. Что я хочу про голову рассказать.
Она действительно очень своеобразная, голова интересная. Смотрите, какой здесь вытянутый носик и как он вывязан. Вот сейчас поближе вам покажу. Здесь даже есть ноздри. Да, и все это очень хорошо закреплено, потому что это закреплено клеем ПВА. И еще клей ПВА вот здесь, вот это отверстие, оно тоже такое достаточно плотненькое. Вот. Ушки кругленькие, знаете, как у ежей такие лопоухие. Кругленькие ушки у этой девочки. Будут вышиваться глазки обязательно. И ротик вот такой прям улыбчивый, такой с двумя зубами впереди. В общем, забавная такая девочка получится. Связала одну сторону паричка. Забавная будет прическа. Здесь оставила локоны, но это у меня пока что все на булавочках. Поэтому пробный вариант, как сделать прическу, я еще подумаю. Здесь очень интересным образом вывязывается, то есть идет по кругу. Сначала кудряшки идут, а потом вот здесь посередине определяется середина и вывязывается она путем соединительных столбиков. И потом вывязываются вот эти вот сами локоны, которые распределяются на две стороны. Вот, мне осталось только вот здесь вот сделать локоны, закончить, и прическа будет готова. Можно будет пришивать паричок и что-нибудь здесь делать. Сложная игрушка в исполнении. Достаточно вот так шея надевается. Она еще, конечно, будет здесь крепиться, закрепляться, но пока что вот так это выглядит. И, конечно же, нужно будет связать ручки. Я пока откладываю. До сих пор откладываю этот момент. Вот, ну, конечно же, свяжу. Осталось у меня всего лишь 2 дня. То есть сегодня полдня и завтра. Но завтра мне нужно еще смонтировать видео, постараться. И, в принципе, в понедельник, да, еще есть время. Так что будем дальше вязать, творить и смотреть в конце видео результат. Ну что, готовы увидеть результат? Смотрите. Вы только посмотрите на эту девчушку, на эту прелестную рыжеволосую девчушку. Мне она так нравится. Девочки, я в таком восторге, я просто в восторге. Никогда не подумала бы, что мне понравится вот такого рода игрушки. Такая она получилась действительно забавная, такая, знаете, с одной стороны она такая нежная, а с другой она такая шебутливая, такая задорная. В общем, я очень довольна работой, безумно рада, что я выбрала этот мастер-класс и что я за неделю связала эту куколку. Получила огромное удовольствие вязать ее, и от результата, конечно же, тоже получаю огромное удовольствие. Давайте разберем эту куколку по ее деталям. Значит, начинаем с ног. Ножки длинные, в колготочках, в полосатых. Такие ботиночки коричневого цвета с желтой подошвой. Платьишко, оно зеленого приятного оттеночка. И я не стала делать рисунок никакой, вышивку никакую здесь. Не знаю, как по мне, она достаточно, куколка сама интересная. Ну, возможно, нужно будет что-то вышить. Я хотела бы спросить вашего мнения. Напишите, пожалуйста, стоит ли что-то вышить вот здесь вот или оставить в таком виде. Ручки, они на каркасе, но выполнены на нитевом креплении, то есть их можно задрать, их можно повернуть, вот, и они также сгибаются. Вывязаны пальчики, посмотрите. Я хотела зафиксировать клеем, но, по-моему, они и так прекрасно лежат, эти пальчики, поэтому клеем я не стала уже ничего делать. Вот такие миниатюрные пальчики. Дальше воротничок я тоже не стала клеем фиксировать. Он, в принципе, и так держится. Сделала вот такие завязочки. Смотрится достаточно мило. Вот.
Дальше связала вот такую сумочку коричневого цвета. Ей она очень идет, эта сумочка. И давайте посмотрим вышивку и вообще само оформление личика. Я немножко затонировала личико, но, наверное, на камере не особо это заметно. Может быть, нужно будет поярче сделать тонировку, но тоже борщить я особо не хочу. Вывязан носик с ноздрями, оформлена вот такая улыбочка, 2 зубика торчат. Я вышивала глазки, но я их фиксировала клеем ПВА тоже, и блики я делала красками акриловыми. Карандашом акриловым я делала веснушки, брови я вышивала, голова вертится, потому что она тоже на нитевом креплении, очень фиксированно держится хорошо. Паричок я уже вам показывала, да, одну часть этого парика, вторую также сделала, не стала ничего заморачиваться с прической. Когда выпускала пряди, здесь образовалась, естественно, проплешина. Она не очень симпатично выглядела, поэтому я все-таки забрала волосы, но думаю, что все-таки надо 2 или 3 пряди пустить. Мне кажется, она так еще задорнее будет. Вот. Подумаю над этим вопросом. Ну, вот такая вот замечательная куколка у меня получилась. Сзади выглядит она вот так. Хвостики, они разделены на пробор. Вот такое крепленница. Сзади тоже платьишко простое, без всяких вышивок. И вот так выглядят ботиночки сзади с ногами. В общем, я очень довольна работой. Девочка действительно получилась очень-очень милая, классная. И я хочу отправить в номинацию «Самая смешная куколка» к Татьяне Татошке. Давайте померяем, сколько же сантиметров она у меня получилась. Буду мерить с паричком, потому что парик достаточно объемный, вот по кудряшкам. И она у меня получилась 31 сантиметр с кудряшками. И если считать только голову, то 27 сантиметров. Я еще подумываю о том, чтобы отправить эту куколку в номинацию «Самая сложная игрушка» к Снежане, потому что она действительно очень сложная. Здесь и тонировка, и каркас, и тоненькая ниточка, и паричок такой достаточно объемненький, из ниток таких, что тяжело вязать. Вот, поэтому, скорее всего, я тоже ее отправлю в номинацию к Снежане. Буду очень-очень рада слышать вашу реакцию на эту куколку, читать комментарии. И надеюсь, что она вам понравится, потому что мне она безумно нравится. Всем спасибо огромное за просмотр. Буду рада подписке, буду рада вашим комментариям, лайкам. Желаю вам всего самого наилучшего. Всем до новых встреч. Пока-пока.